Глава 41. Кристальное сокровище. Солнце только поднималось, а у входа уже стояла карета, запряженная бронзовыми быками. Сотни солдат, одетые в сияющие доспехи, аккуратно выстроились, ожидая появления великого Чутеня. Вместе они составляли экипаж и конвой. Распределение территорий было не самым важным событием для мэра, но Чутеня он не только пригласил к себе, но и послал за ним роскошный эскорт. Было очевидно, что он пытается выслужиться. Конечно, нельзя было сказать, что скрытых мотивов нет совсем. Однако это было хорошо для гражданина, который отправляется на аудиенцию с мэром. Чутяню было немного тревожно. Если бы мне пришлось пройти через лес мечей, я бы забрал некоторые с собой. Если бы мне пришлось погрузиться в кипящее масло, я бы принял в нем ванну. Это было в его духе — пользоваться ситуацией, несмотря на опасность. Он не знал слова «страх». Чутянь молча сидел в карете, а солдаты следовали за ним к окраине города. Наньгун и подошел к нему. Президент Чутянь, наконец-то вы здесь, его одеяние с длинными рукавами было красным, как вино, черты лица были плавными, на плечах лежал огромный белый плащ. Голову украшал убор из белого кашемира, а борода была чрезвычайно ухоженной. «Простите, что заставил вас ждать», — Чутянь подошел к двум бронзовым быкам и похлопал по шкурам, которые были твердыми, как железо. Он в восхищении щелкнул языком. «Вас действительно нельзя ни с кем сравнивать. Экипаж тоже необыкновенный. А боевая мощь этих быков достигает 7-й ступени совершенного мира». Наньгун, сверкнув глазами, улыбнулся. Этот экипаж прислали из столицы. Этих быков специально домашнили, и теперь они повинуются приказам хозяина. Они выносливы, а их боевая доблесть — не то, над чем стоит смеяться. Этот экипаж — один из 10 лучших экипажей в городе Тяньнян. Экипаж из столицы — один из лучших экипажей. Наньгун не продолжил. Основу кареты отливают из холодного железа, а снаружи украшают раскаленной бронзой. Резьба чрезвычайно сложная, деталей очень много. Пока экипаж движется, вы не чувствуете тряску. У него сильные оборонительные возможности, он может защитить пассажира от атак культиваторов ниже пробужденного мира. Чутянь кивнул. Прекрасно, прекрасно. Ниньгун, заметив перемену настроения Чутеня, вдруг сказал: «Это наша первая официальная встреча, поэтому я могу передать вам этот экипаж в качестве подарка. Вы его примете». К чему такая щедрость? Мэр был мудрым старым лисом и не мог быть щедрым просто так. Чутянь изобразил стыд. «А как я могу принять такой подарок?» Наньгун хихикнул. «У меня есть еще подобные экипажи, так что ничего страшного, если один я подарю вам. К тому же, вы обидели довольно много людей. Мой информатор сказал, что Есюн начал наводить о вас справки, наводить справки. Ха. Что там интересного? Не знаю. Но знаю, что Есюн этой ночью выслал несколько групп на центральный континент, и мы не знаем, чего они хотят». Чутянь нахмурился и спросил: «Ох, это и правда произошло?» «Не беспокойтесь об этом. Хоть он и влиятелен, но город Тяньнан принадлежит мне. Они по-прежнему должны мне помогать». Наньгун и выглядел так, словно его предали друзья. Можно избежать открытого нападения, но нельзя избежать удара в спину. Этот экипаж принесет больше пользы, если будет принадлежать вам. Вам он нужен больше, чем мне. Чутянь решил не отказываться. Мне бессмысленно отказываться от великодушного предложения мэра. Спасибо за вашу щедрость. На предупреждение Наньгун и он не обратил внимания. Чутеня не беспокоили попытки покушения. В конце концов, у мужчины должен быть хороший экипаж. Этот можно считать одним из лучших в городе Тяньнан. Если он будет выезжать в нем, то это будет выглядеть весьма привлекательно. Наньгун и кивнул, думая. Он принял дар мэра, не моргнув глазом, принял его так, словно получал подарок от собственного отца. Он действительно толстокожий и далеко пойдет. В столице такие экипажи не считались самыми лучшими. Его можно было купить примерно за 10 тысяч золотых. Но в городе Тяньнан их негде было приобрести, так что цена вырастала в 2 раза. Ниньгун и душила жаба, но лицо было непроницаемым. Он бодро говорил: «Вы победитель, так что получаете монополию на добычу руды из 4 месторождений. Пользоваться монополией вы можете в течение года. Кроме того, вы имеете право пользоваться лесом и духовными фермами, тоже в течение года». Чутянь немного колебался. Ниньгун и был достаточно проницательным и недобросовестным, чтобы следом сказать: «Вы можете передать полномочия другим людям, сдав их в аренду, это сэкономит вам время и деньги». Что вы думаете? Вот как старый лис присматривался к жирным кускам мяса. Им не хватало сил, чтобы начать. Где они смогут найти шахтеров, фермеров? Даже если они найдут, то сможет ли торговое чудо без лишних хлопот добывать ресурсы? Не будь дураком. Клан Е и клан Ду не будут открыто возмущаться из-за распределения ресурсов, но закулисные интриги будут неизбежны.
Торговое чудо появилось недавно, и важно было не потерять хватку. У него не было времени на все это. Но шахты, фермы и лес приносили немалую пользу. Никто не хотел вытаскивать каштаны из огня ради мэра. Чу Тянь не моргнул глазом. Сначала я должен на них взглянуть. Хорошо, я вам все покажу. Мэр весьма помрачнел. Какой хитроумный юноша. Всего было 4 месторождения. Месторождение кристаллов и 4 месторождения железной руды. Самым ценным было первое месторождение, где можно было добывать огненные кристаллы первого ранга, и его ценность превышала ценность всех оставшихся месторождений вместе взятых. Леса и духовные фермы тоже были хороши. Леса подходили для охоты и разведения животных. Там водилось много диких зверей, росло много духовных трав, там можно было найти легендарные эликсиры. Фермы не требовали дополнительных вложений и годились для посадки лекарственных трав. Эта земля действительно была богатой и плодородной, неудивительно, что за нее боролись все крупные кланы. Однако у торгового чуда не было средств, чтобы воспользоваться ими. У них не было выбора. Наньгун и был уверен, что его предложение примут. Как это могло произойти, Чу Тянь был покладистым. Его не заботили прибыль и убытки, однако он не хотел конфликта. Ниньгун и не был дураком. Он не мог не знать, что происходит. Несмотря на то, что хотелось ему многого, он учтиво показывал все Чу Тяню, чтобы не оскорблять молодого гения. Ниньгуну и в голову не приходило применить угрозы. Получить ресурсы от Чу Тяня было бы хорошо, но даже если нет, Ниньгун и не будет относиться к нему плохо. Так что оба коротали время. Вдруг перед ними показалась большая шахта. Возле нее не было шахтеров, ее окружали строгие солдаты. Издалека это больше напоминало казарму, нежели шахту. Чу Тянь с любопытством спросил, что там происходит. Ниньгун и ответил, здесь. Это месторождение жидких кристаллов, которые контролирую я. Они не очень ценные, однако я охраняю его от животных и людей. Жидкие кристаллы очень опасны. Если они взорвутся, то это сильно повлияет на город Тяньнан. Взгляд Чу Тяня просветлел. Жидкие кристаллы? То есть кристаллическая нефть. Верно, нечто подобное. Давайте посмотрим. Они вошли в шахту. Оборудование было простым, довольно простым. На самом деле, оно тут почти не требовалось. Скала достигала 10 метров в высоту, а на дне виднелось белое свечение. То, что светилось, было вязкой, студенистой жидкостью, которая медленно стекала, образуя небольшое озеро, похожее на белое зеркало. Удовольствие показалось во взгляде Чу Тяня. «Мэр, эту шахту контролируете вы». Как странно. Неужели этот юноша болен? Кристаллическая нефть была чрезвычайно дешевым природным ресурсом. Мало кто применял ее. Предложение превышало спрос по всему миру. Весь континент был усеян бездействующими шахтами. Почему он так и интересуется, мэр кивнул. «Да, верно, я хочу себе эту шахту», — решительно сказал Чу Тянь. «Я хочу обменять уже полученные привилегии на 1 год работы с этой шахтой». Ниньгун и был поражен. «Что? Что вы сказал? Вы хотите эту шахту?» Чу Тянь кивнул. «У меня есть одно условие — обеспечьте охрану и помощь в добыче нефти». «Вы согласны?» У него ветер в голове. Это же манна небесная. Решено. Решено. Ниньгун, скрывая восторг, засмеялся и сказал, «Не буду скрывать, здесь очень много нефти. На всем континенте вы не найдете шахту, которая сравнится с этой. В конце концов, вы можете забрать эту шахту навсегда. Кто знает, сколько прибыли вы получите», Ниньгун и не верил собственным словам. Делать деньги на нефтяном месторождении. Ерунда. Обмен изношенной шахты на отличные ресурсы был прибыльной сделкой. Мэр считал кристаллическую нефть крайне нестабильной. Встряхивание и смешивание с другими веществами вызывало взрыв. Ее не использовали нигде, кроме некоторых видов оружия. Шахта была большой, но никто и никогда не проявлял к ней интереса. Несмотря на то, что мэр контролировал ее, он не занимался добычей, потому что не был уверен в доходе. Если готовый продукт хранить в городе, то он станет бомбой замедленного действия. Как Чу Тянь мог не знать этого? Что за идиот? Жалостливый взгляд появился на лице Чу Тяня. Научным названием кристаллической нефти был жидкий кристалл. Это был и не кристалл, и не минерал, а нечто, созданное микроорганизмами. Эти микроорганизмы обитали в руде и поедали ее. Умирая, они оставались в толще Земли, превращаясь через 10 миллиардов лет в драгоценную кристаллическую нефть. Кристаллическая нефть сыграла огромную роль в жизни континента. Это было топливо для всего цивилизованного общества, это был фундамент индустрии. Спустя 20 тысяч лет запасы кристаллической нефти были истощены. Это топливо стало очень ценным и редким.
Страны боролись за контроль над нефтяными месторождениями, и их охватила война. При поколении Чутеня у людей уже не было выбора, кроме как молиться на шахты. Стоимость топлива подскочила, и теперь они могли лишь сожалеть, вспоминая о золотом веке прошлого. Кристаллическая нефть делилась на 3 вида: золотистую, серебристую и белую. Это был самый худший сорт кристаллической нефти. Сейчас она ничего не стоила, но через 10 тысяч лет этого было бы достаточно, чтобы купить несколько плодородных стран. Нефтяная шахта была в его руках. Казалось, торговое чудо получило божий дар. Подавив волнение, Чутянь сказал Нингун: «Мне нужна бутылка нефти». Я хотел бы забрать ее для исследований, Нингун и поспешно сказал: «Кристаллическая нефть очень нестабильна, как только покидает шахту. Если встряхнуть ее или с чем-то смешать, произойдет страшный взрыв. К ней могут прикасаться лишь профессионалы. Пожалуйста, не лезьте на рожон», Чутянь сказал, «у меня есть свои меры предосторожности. Давайте подпишем все документы. Я передам все ресурсы вам». Нингун и был чрезвычайно взволнован. Всего одна бутылка нефти. Ему казалось, что в его просьбе нет ничего сложного. А теперь нужно просто воспользоваться моментом и подписать контракт. Глава 42. Приманка для мэра. Резиденция мэра. Оба подписали контракты и официально обменялись ресурсами. Только после подписания контракта Нингун и поверил, что это правда. Неужели в этом мире существовали подобные дураки? Дураки, которые действительно обменивают отличные ресурсы на изношенную шахту возле нефтяного месторождения. Мэру даже не пришлось убеждать, потому что юноша был готов к обмену, и, естественно, мэр был очень счастлив. Он никогда не мог представить, что уже через год будет сожалеть об этом решении. Сейчас же он скрывал радость. Чутянь взял ручку, бумагу и что-то нацарапал. Записывая рецепт, Чутянь спросил у мэра: «Пожалуйста, взгляните на это, что из этих ингредиентов можно достать в Тяньнан-Сити. Они мне очень необходимы, на самом деле они были весьма распространены». В конце концов, город Тяньнан не был бедным на природные ресурсы регионом. Того, что перечислено до 8-го пункта, я не видел, но это можно достать в городе Тяньнан. Нингун и прочел список и сказал: «Если вам действительно нужно, то мои люди доставят их вам». Вдруг Чутянь осенило: «Отлично. Спасибо за беспокойство, мэр, отлично. С помощью дополнительных материалов можно было извлечь кристаллическую нефть, при этом поколение природных ресурсов было в изобилии. Полезные ископаемые никого не беспокоили, никто не знал, какими пользоваться, было множество других ресурсов. С чего бы им интересоваться, дальновидный Чутянь сможет вырвать их из чужих рук. Он захватит редкие природные ресурсы материка и использует их в своем деле. Он заполучит вечную славу и место в истории». Нингун и осторожно посмотрел на перечень. Голубой песок топаза, кристальная пыль, трава лунного света, сок красного коралла, крепкий растворитель. Странно. Голубой песок топаза и кристаллическая пыль используются для ковки инструментов. Голубой песок топаза повышает скорость оружия, а кристальная пыль увеличивает прочность. Трава лунного света — это алхимический ингредиент, сок красного коралла используют для создания талисманов. Как это можно совместить? Это не подходит ни для ковки, ни для алхимии. Чутянь не ожидал, что Нингун не будет осведомлен о таких деталях. «Судя по всему, вы очень много читаете», Нингун и резко ответил: «Я изучал ковку. У меня не было особого мастерства, но в столице я был относительно известным», прозвучало скромно, хотя на самом деле было иначе. В конце концов, столица есть столица. Это значило, что он был номером 1 не только там, но и в городе Тяньнан. Чутяня интересовали методы ковки этого периода. Он задумчиво спросил: «У вас есть шедевры, на которые можно посмотреть?» «Позвольте мне расширить горизонты», Нингун и вынул из кармана кинжал. Он достигал 2,5 футов и был багряным, а изогнутое лезвие напоминало клык гадюки. Это был гладкий, острый кинжал, на рукояти которого был выгравирован талисман. Этот кинжал пылающей змеи создал я, шедевром Нингун, и считал именно это. Чутянь замер от удивления. Опустив голову, он отдал ему почтение. Мэр и правда был не очень претенциозным. Чутянь сказал: «Все в порядке?» «Что значит «в порядке»? У вас нет глаз», и юноша, Нингун, нахмурился. Президент Чутянь тоже разбирается в ковке. Имею некоторое представление. Я не очень понимаю все подробности, но вижу несколько проблем. Чутянь взял в руки кинжал пламенной змеи и медленно закрыл глаза, а легкие пальцы стали поглаживать лезвие кинжала, распространяя невидимые волны. Взгляд сердца. Он активировал взгляд сердца. Нингун и переполняло волнение, он даже сделал шаг назад. Он знал, что взгляд сердца помогал читать эмоции.
Это было не чтение мыслей, однако взгляд сердца мог распознавать злые намерения, благие намерения, счастье, гнев, печаль, радость. Мэр только что обменял бесполезное месторождение на большое количество отличных ресурсов и чувство вины. Пальцы погладили лезвие кинжала. Чутянь открыл глаза. Основной материал — расплавленные вулканические кристаллы, красное зерно, закаляемое 40 дней в воде, кровь пламенной змеи и огненного зверя. 3 священных метода, которые ни одна деталь не была упущена. Это действительно было удивительно. Мэр пробормотал: легенды правы. Взгляд сердца видит все — дух, материю, энергию. Ничто не может его избежать, как жутко. В бою этот прием раскрывает слабости и намерения противника, помогая одержать победу. Эту способность можно использовать даже для поиска сокровищ. Неприметных сокровищ, на которые обычный человек просто не обратит внимания. Нингун и завидовал, и ревновал. Откуда у него такая невероятная способность? Чутянь безмятежно улыбнулся, изображая загадочность. Взгляд сердца, распространенная и совсем не таинственная способность, что за показуха, это сильно разозлило мэра. Нингун и горько улыбнулся. Вы, безусловно, шутите. Кто еще в стране на это способен? Страна достаточно мала. Чутянь сделал паузу и объяснил. Гиперфокус хорош, взгляд сердца тоже неплох, в конечном счете все это называют духовным чутьем. Нингун и как член клана Нингун был опытным и осведомленным. Однако о таком он прежде не слышал. Духовное чутье? Вы можете рассказать мне. Духовное чутье не связано с силой напрямую, но у каждого есть плюсы и минусы. Чутянь остановился и продолжил. Сначала идет гиперфокус, который направляет духовное чутье к органам тела. Затем идет взгляд сердца. За это время дух и сознание могут отделиться от тела, превзойти способности физического тела и увидеть изменения в материалах, способностях и даже умах. Юноша действительно был весьма загадочным, он говорил скупо, но открывал неслыханные тайны. Нингун и был ошеломлен. Возможно, есть что-то, что выше взгляда сердца. Гораздо более мощное духовное чутье. Чутянь кивнул и сказал: конечно, есть. По-настоящему мощное духовное чутье может увидеть цветок, травинку, червяка, муравья на расстоянии 1000 футов. Даже духов и демонов никому не спрятаться. Когда человек осваивает этот навык, можно двигаться дальше. Более того, можно преобразовывать энергию, манипулируя мыслями людей, менять идеи, даже убивать людей, не оставляя следов. Самое мощное духовное чутье, согласно легендам, может заставлять цветы расцветать и увядать, словно по воле Божьей, даже Чутяню не удалось достичь этого уровня. О таком уровне всегда лишь рассуждали, границы человеческого тела не позволяли его добиться. Нингун и был поражен. Он никогда прежде не слышал об этом. Человек действительно способен на это. И вы достигли этого уровня. Ха-ха, вы меня переоцениваете, мэр. Духовное чутье не имеет отношения к культивации, однако зависит от духовных сил. Рост моих духовных сил ограничен. Я могу активировать взгляд сердца, но это требует много усилий и напряжения. Я могу пользоваться им лишь в течение короткого периода времени, это все равно звучало невероятно. Слова Чутяня звучали невероятно, у Нингуна и была чуткая интуиция, и он понимал, что юноша определенно непрост. Нингун и впервые узнал, как огромен мир и как ничтожен он сам. Юноша говорил про духовное чутье так небрежно, словно речь шла о пище. Пока он мог лишь ненадолго активировать взгляд сердца, потому что его сил было недостаточно. Чутянь вздохнул. Духовное чутье особенно важно при ковке. Простите за то, что говорю так прямо, но если человек не владеет гиперфокусом, то он не добьется больших успехов, даже если талантлив. Сказав это, Чутянь вернул кинжал пламенной змеи Нингуна. Дух пламенной змеи в кинжале очень слаб. Полагаю, вам нужно приготовить кое-какие духовные травы, чтобы подержать в них кинжал месяц или 2. Сила кинжала должна удвоиться. Нингун и несколько секунд колебался и только потом спросил: «У меня есть просьба». Чутянь изобразил удивление. «Чем я могу быть полезен?» Нингунь и обратился к Чутяню. «Вы можете научить меня духовному чутью?» Чутянь засмеялся и сказал: «Духовное чутье — это далеко не сила. Нет конкретных методов, которые позволяют их развить. В основном, это зависит от личного осознания. Когда человек постигает истину, он познает пустоту, на самом деле метод существовал. Однако было слишком много трудностей. Опоры на природные ресурсы будет недостаточно, а у Чутяня были планы, которые он пока не готов был раскрыть. Вы говорите, что я обречен, что у меня даже нет шанса. Чутянь разочарованно посмотрел на Нингун. Не нужно принижать свою значимость, мэр. Вы не испытываете недостатка в этом навыке. Вам не хватает немного удачи. Удача. Всем не хватает удачи, любому требуется удачное совпадение, случайные встречи.
Кто от нее откажется, Чутянь вдруг сменил тему. Возможно, я могу предложить одну технику. Хотя она не может развить непосредственно духовное чутье, но она может косвенно развить гиперфокус. Нингун и был охвачен восторгом. Правда? В глазах Чутяня вспыхнуло лукавство, но, мэр, этот метод не такой уж и доступный. Я никому прежде о нем не рассказывал, потому что нужно много времени, чтобы упорядочить свои мысли. Мне нужно медитировать, чтобы обобщить свой опыт, сколько времени вам нужно. Примерно месяц Нингун и был нетерпелив. Так долго? Чутянь серьезно продолжал. Это не мелочь. Одна небольшая ошибка может привести к ряду неприятностей. В лучшем случае вы станете инвалидом или безумцем, в худшем случае умрете. Я не могу позволить себе небрежность, так что нужно во всем разобраться, и юноша и лгал, и говорил правду. Безусловно, какой-то метод был. Нингун и твердо в это верил. Но вряд ли для этого нужен был месяц. Вероятно, это преувеличение. Юноша намеренно тянул время, что от него требовали ответ любой ценой. Если честно, то искушение было достаточно сильным. Это знание даст клану Нингун больше, чем передающаяся из поколения в поколение техника пылающих небес. Эта техника была очень разрушительной, но встретить его в городе было крайне затруднительно. Его вряд ли можно было встретить даже на материке. Метод Чутяня действительно мог помочь. Другие страны тоже испытывали трудности, если говорить о чем-то подобном. Нингун и не мог не знать об этом. Хорошо. Не спешите так. Если нужен месяц, я дам ему месяц. Если этот метод окажется полезным, клан Нингун будет очень благодарен. Тогда его цель будет достигнута. Мэр поставит все на карту, лишь бы защитить Чутяня от заговора клана Е. Если клан Е окажется слишком сильным, то защитить его не сможет даже мэр. Что же случится через месяц, о чем стоило беспокоиться сейчас? Если все пройдет гладко, Чутянь, скорее всего, будет в духовном мире. В этот момент пришел слуга, катящий тележку, где было несколько кристальных горшков с голубым песком топаза, кристальной пылью, травой лунного света и соком красного коралла. Материалы были здесь. Чутянь все проверил и с большой осторожностью передвинул бутылки, наполненные кристаллической нефтью. Я проведу несколько экспериментов. Если мэр заинтересован, то он может посмотреть, возможно, эти эксперименты будут связаны с кристаллическим маслом. Разве это не опасное вещество? Разве можно так просто прикасаться к нему? Если этот юноша станет причиной аварии, то мэр понесет большие потери. Нингун и не терпелось узнать про тайный метод. Он вдруг не стал запрещать эксперименты Чутяня, а просто отошел назад, чтобы посмотреть на процесс. Я просто посмотрю на ваши опыты со стороны, президент Чутянь. Глава 43. Шок мэра. Голубой песок, кристаллическая пыль, порошок из полночной травы и сок красного коралла. 4 материала в пропорции 3:1. Добавить сильный растворитель и перемешивать 10 минут до получения 100 мл ярко-голубого раствора. Затем отфильтровать примеси, получив чистый раствор. Нингун и был поражен. Движения Чутяня были движениями профессионала, ничто не указывало на то, что он дилетант. Однако сам процесс казался нелогичным и даже подозрительным. Как их можно было смешать? Как это было возможно? Чутянь налил раствор в очистительную колбу и слегка нагрел его. Эта бутылка предназначалась именно для чистки лекарств. Можно ли было использовать ее в алхимии? Это было невозможно. Чутянь спокойно взял красное кристаллическое перо, собрался с духом и сразу же начал писать. Когда тонкий кончик пера мягко коснулся поверхности, и оно словно ожило, с механической точностью вписав руку. Постепенно это становилось идеальным образцом, произведением искусства. Нингун и не мог не восхититься этим. Какая совершенная техника вписывания, какая совершенная техника, если лучшие мастера имперского города увидят таблицу энергии, которую вписал Чутянь, им останется лишь совершить самоубийство, чтобы избежать стыда. Чутянь спокойно отложил перо. Перед ними была идеальная треугольная таблица. Таблица энергии была основой производства. Будь оно связано с алхимией, созданием талисманов, созданием оружия, человек мог вписать лишь ту таблицу, на которую хватало его умственной силы. Чем выше сила, тем выше уровень энергетической таблицы. Сил Чутяня было недостаточно, и он мог вписать лишь энергетическую таблицу первого уровня. Когда он прорвался на второй уровень в искусстве алхимии, он смог задать форму, но не смог начертить энергетическую таблицу до конца, так что позволил Джан Лицину из мира пробужденной души сделать это за него. Однако очищение нефти не требовало такой сложности. Энергетической таблицы первого уровня было достаточно. Завершив подготовку, Чутянь открыл бутылку с кристаллической нефтью. Осторожно подняв бутылку, он приготовился выливать нефть.
У Нингун и глаза на лоб полезли. Безумец, что за безумец? Он хотел провести эксперимент с кристаллической нефтью, лицо Нингун искривилось. Он не посмел вырвать бутылку, но сразу предупредил: вы не можете смешивать их. Кристаллическая нефть крайне неустойчива, она может вызвать страшный взрыв. Дом взорвется, а мы умрем уже тысячи лет. Люди бесчисленное количество раз пытались обуздать эту невероятную энергию. Но заканчивалось все лишь пугающими несчастными случаями. Снова и снова все заканчивалось кровью и болезнями, что только подтверждало неуправляемость кристаллической нефти. Если нагреть кристаллическую нефть и встряхнуть ее, то это могло спровоцировать взрыв. Взрыв такой силы, что дворец мэра сметет с лица земли. На самом деле, дворец было не жалко, но если этот человек умрет, то от кого Нингун и получит духовный опыт? Кто бы мог подумать, что этот ублюдок проигнорирует его доброту и окажется таким высокомерным? Не беспокойтесь, мэр. Я знаю, что делаю, знаешь ты, черт возьми, ты не знаешь, что твоя жизнь висит на волоске. Остановитесь немедленно. Мэр едва не падал на колени перед Чутянем. Однако этот отморозок вылил кристаллическую нефть в очистительную колбу. В одно мгновение кристаллическое масло и голубой раствор смешались. Температура в колбе росла, и ее заполняли бесчисленные пузырьки. Колба дрожала, наполнившись разрушительной энергией. Душа Нингун и ушла в пятки. Бегите. Сейчас взорвется. Взрыв мог сильно ранить даже бойца пробужденной души. Чутянь проигнорировал его, сделав вид, что не слышит. Он положил обе руки на стол, энергетическая таблица засветилась, и в колбу выплеснулась невидимая энергия. Это было самоубийство. Разве смеси нефти и раствора было недостаточно? Чутянь смотрел на летучий материал как на лекарство и попытался дополнить его силой энергетической таблицы. На континенте сложно было найти кого-то, кто рискнул бы проделать настолько безумную процедуру. Нингун и больше не мог этого предотвратить, больше не было времени. Он уже представлял, как кристаллическая нефть выходит из-под контроля, как колба взрывается, испуская ослепительные лучи, рождая маленькое солнце. Плохо дело, Нингун и собрал всю свою энергию, чтобы создать вокруг себя красный защитный пузырь, готовясь встретить взрыв. 1 секунда, 2 секунды. Что? Почему ничего не происходит? Няньнук и прошиб холодный пот, он смотрел на колбу широко раскрытыми глазами. Она сияла тусклым синим светом. Глаза Нингун и напоминали выпученные глаза мертвой рыбы, он даже не смог ничего сказать. Кристаллическая нефть не взорвалась, это было видение, ее можно контролировать, но это было невозможно, Нингун и не мог понять, что происходит. Чутянь вытащил 5 цилиндрических пробирок и налил в каждую немного вязкой синей жидкости и белой жидкости, заткнули их медными пробками. Расставил 5 пробирок одну за другой. Каждая пробирка испускала бело-голубое сияние. С трудом собравшись, Нингун и дрожащим голосом спросил: «Как вам удалось обуздать кристаллическую нефть?» Чутянь едва улыбнулся. «А вы как думаете?» Мир Нингун и перевернули вверх дном. Это невозможно. Это ведь невозможно. Чутянь вел себя так, словно в этом не было ничего особенного, в этом мире нет ничего невозможного. Просто пока никто не нашел подходящий способ. Вы знаете, как образуется кристаллическая нефть? Как я могу не знать? На континенте нашли загадочные микроорганизмы, из чьих продуктов жизнедеятельности образуется кристаллическая нефть. Когда они умирают, их тела разлагаются, превращаясь в летучий материал. Как это может помочь взять под контроль кристаллическую нефть? Почему бы не подумать и не найти способ контроля? Не дразните мэра. Это действительно как-то связано между собой. Глупо, невероятно глупо, Чутянь покачал головой и вздохнул. Почему энергия не взрывается, пока находится в телах микроорганизмов? Почему кристаллическая нефть становится нестабильной только после их смерти? Откуда Нингун и мог это знать, Чутянь тут же ответил: микроорганизмы выделяют загадочное вещество. Ученые называют его инертным веществом. Оно подавляет энергию. Кипяток, замерзая, превращается в лед, а нефть не изменяет состав, она лишь теряет силу. Казалось, Нингун и задумался о чем-то. Вы хотите сказать? Верно. Выяснив состав инертного вещества, его можно имитировать. Чутянь взял очищающую колбу. Я не контролирую кристаллическую нефть. Я просто запечатал ее. Теперь вещество безопасно, и его можно хранить даже в больших количествах. Чтобы доказать свое утверждение, Чутянь вылил жидкость на печь. Когда бело-голубая жидкость вошла в контакт с огнем, произошла крайне скупая реакция. Пока все думали, как использовать энергию кристаллической нефти, Чутянь сделал совершенно противоположное и подавил ее. Кристаллическая нефть, вылитая на печь, не испарялась и не взрывалась. Это было просто невероятно, Нингун и не мог осознать этого.
После запечатывания инертная кристаллическая нефть не горит и не взрывается, потому что вы извлекли из нее энергию. Чу Тянь улыбнулся. Мне нужно проверить это. Возможно, я найду ответ через несколько дней, но это не точно. На самом деле ответ был очень прост. Однако Чу Тянь пока не хотел его озвучивать. Когда континент освоит эту технологию, цивилизация начнет развиваться очень стремительно. Чу Тянь и так показал ему слишком много. Метод Чу Тяня поможет хранить это опасное вещество на складах торгового чуда, не беспокоясь о возможной трагедии. Нингун и утер пот со лба. В присутствии Чу Тяня невозможно было не заработать сердечный приступ. Метод Чу Тяня мог стабилизировать кристаллическую нефть, и это определенно вызовет ажиотаж. Нингун и наконец понял, зачем он так требовал эту шахту. Нингун и вдруг все понял. Разве этот юноша не изобрел метод переработки нефти? Не поднимет ли это цену нефти на неведомые высоты? Проклятие. Если бы он знал, он не отдал бы эту шахту так легко, он уже представлял, как берет деньги из казны, чтобы купить нефтяные шахты и попытать счастье. Возможно, через несколько лет это будет приносить легкие деньги. Инвестирование нефтяных шахт было сумасшедшей мыслью. Обычный человек не додумался бы до такого. 10 минут назад мэр считал нефтяные шахты крайне расточительными ресурсами. За такой короткий промежуток времени его взгляды изменились, а все из-за этого юноши. Он был тем, кто снова и снова творил чудеса. Нингун и сокрушенно сказал: «Ваши знания действительно ставят меня в позорное положение». Возможно, об этом не стоило даже говорить. В глазах Чу Тяня мэр ничем не отличался от ограниченного человека. Может быть, даже от трехлетнего ребенка. Чу Тянь тщательно обернул пробирки. «Мэр, мне нужно вернуться и провести несколько простых тестов, так что я должен отдохнуть», Нингун и сказал: «Я дам вам группу телохранителей, большое спасибо, мэр». Зашагал Чу Тянь. Вспомнив что-то, он обернулся и сказал: «Через 2 дня будет торжественное открытие первого отеля продовольственного департамента торгового чуда. Надеюсь, вы придете, чтобы поддержать нас, так как это связано с инвестициями вашей дочери. Он хотел, чтобы мэр поддержал их ресторан. Запрос казался немного чрезмерным». Однако Нингун и неохотно согласился. Он не смел отказать, боясь, что его дворец действительно взорвут. Нингун и лично проводил Чу Тяня и приставил к нему охрану, которая будет сопровождать его. Сегодня он лично встретился с Чу Тянем. Он хотел не только поговорить о природных ресурсах, но и проверить Чу Тяня, обсудить вопросы, касающиеся инвестирования торгового чуда. Нингун и даже представить не мог, какими будут знания Чу Тяня. Это лишь укрепило его решение. Несмотря на то, что такова была расплата за оскорбление семьи этим стоило пожертвовать, чтобы заполучить Чу Тяня. Нингун и не заговорил о покупке акций. Чу Тянь не дал бы согласия, так зачем портить их отношения этим разговором? К тому же, Нингун Юн уже стала одним из руководителей торгового чуда. Глава 44. Магический аккумулятор. Вечер. Мэн Циньву вернулась, ее лицо было измученным. Президент вернулся. Президент уже давно вернулся. Что он делает? Закрылся в комнате сразу же, как вернулся из дворца мэра. Мы понятия не имеем, что он там делает целый день. Этот парень поступал все страннее и страннее. Мэн Циньву подошла к двери Чу Тяня и постучала. Дверь открылась, из-за нее выглянула полголовы. Мисс, ее тело окутывала белая газовая ткань, похожая на дым или туман. Черными были лишь волосы, остальное тело было нежно-белым, словно снег. Ее красивое и скромное лицо было несколько нереальным. Красота юной мисс выражалась во всей ее полноте. Чу Тянь схватил ее за руку. «Я как раз собирался пойти за вами». «Быстро заходите в комнату, мы поговорим». Этот ублюдок втянул Мэн Циньву в комнату на виду у телохранителей. Она покраснела и сердито посмотрела на него. «Тебе все равно, что думают другие, но я не такая бесстыдная, как ты. Простите, простите. Это обидело вас». Лицо Мэн Циньву искривилось. «Мы измотаны. Ты даже не пришел нам на помощь. Чему тут радоваться? Что ты обсуждал с мэром?» Чу Тянь налил мисс чашку чая. «Мы обсуждали торговое чудо, так что я безвозмездно оказал небольшую услугу и передал ему право на ресурсы». Мэн Циньву не удивилась. «У нас сейчас слишком мало денег». Должно быть, мэр выплатил серьезную компенсацию. Нет, ни одной медной монеты. Как? Ни одной медной монеты. Мэн Циньву потеряла дар речи. Неужели мэр начал запугивать людей? Чу Тянь улыбнулся и сказал: «Дело в том, что я обменял ресурсы на шахту добычи кристаллической нефти. Кристаллическая нефть». Мэн Циньву настолько обезумела, что едва не плевалась кровью. Он спятил. Мэн Циньву подумала, что рядом с Чу Тянем трудно избежать сердечного приступа. «Мисс, не сердитесь.
Посмотрите на меня, бегающие глаза Чутяня сверкали, словно звезды в ночном небе. Казалось, этот взгляд проникал в душу собеседника. У Мэн Циньву екнуло сердце, и она быстро отвела взгляд. «У тебя бегают глаза, куда ты смотришь. Я похож на человека, который готов нести убытки. О чем ты говоришь?» Чутянь, словно по волшебству, вытащил из кармана пробирку. «Ловите, мисс». Цилиндрическая пробирка была наполнена яркой жидкостью. Неужели это кристаллическая нефть? Мэн Циньву вздрогнула, когда пробирка упала на землю и подскочила на несколько сантиметров, ударившись о пол. Скверно. Произойдет беда. Ее милые щеки побелели от испуга. Чутянь поднял пробирку и отдал ее Мэн Циньву. Не волнуйтесь, неустойчивая кристаллическая нефть после специальной обработки стабилизируется. Да, Мэн Циньву схватилась за сердце. От испуга ее едва не хватил сердечный приступ. Она с подозрением смотрела на пробирку. Сине-белая жидкость излучала яркое свечение, красиво падающее на ее лицо. На первый взгляд, это обычная кристаллическая нефть, Чутянь радостно сказал. На самом деле нет, присмотритесь. Мэн Циньву заметила, что пробирка заткнута медной пробкой, на которой были выгравированы символы. Приглядевшись, она поняла, что это энергетическая таблица. Чутянь улыбнулся. Это энергетическая таблица. Позвольте мне продемонстрировать. Чутянь вынул грушевидную лампочку и вкрутил в медную пробку. Произошло нечто невозможное. Энергетическая таблица внутри лампочки вспыхнула. Чутянь не применял духовную энергию. Едва осознавая происходящее, Мэн Циньву сказала, люди могут использовать их вместе с электрическими лампами. Верно. Господи. Быстро задышала Мэн Циньву, ее грудь колыхалась. Она быстро спросила, как долго может гореть лампочка? Чутянь ответил, оживленная улица, заполненная лампами, может питаться от него в течение 1 года. Мощность, слишком сильная мощность, невероятно. Мэн Циньву казалось, что она во сне. В пробирке было 100 мл. Кристаллического масла в ней было лишь 12 мл, но такое количество может освещать одну улицу целый год. Разве кристаллическая нефть не слишком дешевый материал? Эта энергия стоила слишком дешево. Если у торгового чуда будет эта дешевая энергия, то они смогут развиваться семимильными шагами, а отходы превратятся в сокровище. К тому же, торговое чудо с умом использует это сокровище. Его настоящая ценность была неизмерима, это была отправная точка новой эпохи. Чутянь остался доволен ее ответом. Мэр оберегает эти горы сокровищ, но не знает, как им пользоваться, так что давайте разовьем его. Нефтяная шахта — это не пустяк, и мы должны взять инициативу в свои руки. Я планирую построить аккумуляторный завод, который будет производить энергию для города Южного неба. Энергия кристаллической нефти отличалась от энергии обычных кристаллов. Но на последней основывалась наука и техника всего континента. Это открытие даст ответы на многие тайны науки и техники. Энергия была основой всего. Даже грязь можно превратить в сокровище. Это изобретение могло изменить судьбу цивилизации. Было ли в этом мире что-нибудь, чего не мог достичь Чутянь? На самом деле аккумуляторы были устаревшей технологией. Чутянь не помнит, когда в последний раз их использовал, но для этой цивилизации это был огромный скачок. Они открыли кристаллическую нефть, как первобытные люди — огонь. Так что в прогрессе можно было не сомневаться. Чутянь преподнес сюрприз Мэн Циньву. Чутянь преподнес значимый подарок торговому чуду. Когда кристаллическая нефть станет популярной, они станут богаче любой компании города Южного неба. Сколько стоило одно нефтяное месторождение, торговое чудо получит невероятную выгоду, аккумуляторы и лампы отличались друг от друга. Вероятно, в будущем они станут беспрецедентным изобретением. Было бы хорошо, если бы люди узнали и о других вещах, но метод создания аккумулятора необходимо держать в секрете. Мэн Циньву быстро сказала, пока еще слишком рано строить завод. Ты должен защитить метод создания аккумуляторов. Никто не должен знать о нем. Чутянь замер. Почему? Подумай. Как только люди поймут ценность кристаллической нефти, каждая шахта в каждом регионе попадет под контроль основных сил. Нас отодвинут в сторону, а величайшее произведение принесет выгоду другим семьям. В этой современности не было чего-то вроде авторского права или патента. Конкурирующие семьи не остановятся ни перед чем. Доказать, что их товар поддельный, будет невозможно. Здесь побеждала сила. Если кто-то украдет их технологию, кому они будут жаловаться? Чутянь понимал, что люди тянутся к стремительному успеху. Мэн Циньву, несколько секунд подумав, сказала, давай пока будем не открывать завод, а закупаться сырьем. Мы будем тайно хранить его. Как только наше оборудование станет достаточно сильным, мы начнем массовое производство аккумуляторов, торговое чудо во главе с вами действительно наберет силу. Мэн Циньву покраснела. Желая перевести разговор на другую тему, она сказала, «Болтун, ты должен беспокоиться о себе». После встречи семья до сих пор ничего не предприняла. Мне немного неспокойно, Чутянь пожал плечами.
Разве может Исюн так легко пойти против меня, если за нами дом генерала и дворец мэра? Однако ты не должен быть настолько небрежным. Мисс протянула ему плотную стопку бумаги. Я приготовила это для тебя. Посмотри, что это. Список лекарственных трав, поступающих в город. Найди в списке что-нибудь, что можно применить. К тому же, у нас есть возможность попасть на подземный черный рынок. Что это такое? Весьма специфический рынок. Там очень опасно, но говорят, что там часто можно найти сокровища. Если нет иного способа, то мы должны попытать удачи там. Внешне хладнокровная мисс на самом деле имела очень доброе сердце. Обычно равнодушная, сейчас она беспокоилась о Чутяне. Она боялась, что упустила несколько полезных трав. Чутянь был весьма тронут. Сколько денег у нас осталось? Мэн Циньву немного смутилась. В последнее время я занималась делами, так что лишних денег у торгового чуда нет, но мы можем взять в долг у Сюнтяньяна или мастера Джана. Редкие лекарственные растения могли стоить и 1000 золотых монет, и 10 тысяч золотых монет. И это только растения первого уровня, это были обычные расходы начинающего культиватора. После достижения мира пробужденной души нужно было в десятки раз больше лекарственных растений. Если практика требовала особых трав, то их цена значительно поднималась. Сила бойцов зависела от их денег. Ученикам из бедных семей было трудно добиться успеха. Они могут ничего не достичь, если у них нет таланта. Что касается талантливых людей, то они искали убежище или присоединялись к богатым семьям, чтобы получить ресурсы. Естественно, среди талантливых были и счастливчики, которые благодаря одной случайной встрече стали высшими мастерами, но достичь такого уровня было действительно трудно. Чутянь стремился основать сильную компанию, чтобы не только приобрести больше ресурсов, но и проложить путь в будущее. Он должен был оправдать ожидания молодой мисс. Чутянь быстро просмотрел список. Прошли десятки тысяч лет, а названия растений остались теми же. Он просто сравнил цены. Редкие растения, содержащие большое количество духовной энергии, стоили дорого. Что касается обычных растений, то они росли достаточно быстро, чтобы выращивать их искусственно. Поэтому их цена была значительно ниже. В списке были травы, которые стоили и несколько серебряных монет, и несколько золотых монет. Разве среди таких дешевых материалов можно найти настоящее сокровище? Ни за что. Духовная энергия в городе Южного Неба и во всем королевстве была слабой, а земля была бесплодной. Найти здесь редкие растения было практически невозможно. Чутянь уже был готов разочароваться, но вдруг удивился, что известно о лунной траве. Мэн Циньву ответила на вопрос Чутяня: лунная трава — распространенный материал, но обладает странными свойствами и растет только на юге, в долине, до которой нужно добираться 200 ли. Говорят, что туда врезался метеорит, и теперь эту траву называют лунной. Глаза Чутяня горели ярче и ярче. Насколько она эффективна? Неужели есть что-то, чего он не знает? Разве он раньше не видел лунную траву? Он должен был знать, что в городе Южного Неба выращивали много лунной травы, так что она применялась в разных областях. В основном, лунную траву применяли для очищения лекарств, предназначенных для восстановления костей и крови. Например, чтобы вылечить перелом кости, требовалось 10 дней, но это лекарство могло вылечить кость за одну ночь. Обычно им пользовались бойцы пробужденной души, но их кости были слишком жесткими. И если они ломались, то восстанавливать их приходилось долго. Лицо Чутяня было взбудораженным. Ха-ха, это настоящая лунная трава. Нам чертовски везет. Этот материал нам очень пригодится. Глава 45. Лунная трава. Лунная трава есть лунная трава, как это было ясно из названия, прорастала в почве, смешанной с особыми компонентами метеорита. Это растение не было лекарственным, однако его свойства были удивительны. Только потомки истинных дворян были достаточно богаты, чтобы купить ее. В эту же эпоху им лечили травмы костей. Какое растранжиривание небесного дара, это напоминало сокровища, скрытые в нефтяной шахте. Это не Чутянь был везунчиком, эта эпоха была глупой. Чутянь сказал: «Я хочу организовать долгосрочные закупки большого количества лунной травы. Первая партия должна составлять 10 тысяч». Мы еще посмотрим, 10 тысяч. Удивилась Мэн Циньву. Лунная трава пока еще не была ценным растением, но уже стоила несколько золотых. Ты хочешь скупить всю лунную траву города Южного Неба? Лунную траву используют не так, как ты думаешь. Чтобы проявить ее истинную силу, нужно большое количество лунной травы. 10 тысяч — это слишком мало. Этого хватит лишь нескольким людям на несколько дней. Если честно, то я хочу приобрести весь бассейн. Хотя лунная трава пока не была лекарством, она хорошо заживляла раны. Настойки лунной травы хорошо продавались, спрос на нее был очень высок. Бассейн лунной травы уже контролировала крупная семья,
и на заключение этого контракта требовалась крупная сумма денег. Мэн Циньву, наконец не вытерпев, спросила, какова польза лунной травы на самом деле? Ее значение действительно так велико? Чутянь молча оглядел ее с ног до головы. Мэн Циньву последовала за его взглядом и осмотрела собственное тело. Ее щеки покраснели от смущения. Она гневно возразила, «Прошу тебя. Зачем ты на меня смотришь? Мисс, у вас есть хронические травмы. Откуда ты узнал? Тебе сказала Ли Ин. Я могу ответить, легко улыбнулся Чутянь, ваши меридианы повреждены, и теперь вас мучают боли. Терпеть ее каждую ночь все труднее, а хуже всего, когда вы используете духовную энергию, Чутянь знал, но откуда? Этот юнец так точно все определил, даже младшая сестра не знала об этом. Когда ее мать была беременна, она угодила в засаду, устроенную врагами, и получила травму. 2 месяца спустя родилась Мэн Циньву, но ее меридианы были повреждены. Хотя этого было недостаточно, чтобы сделать ее инвалидом. Мэн Циньву не могла сражаться, когда хотела. Всякий раз, стимулируя меридианы и используя духовную энергию, она думала, что ее грызут сотни муравьев, чьи укусы трудно выдержать. Однако дефект был врожденным, следовательно, медицина была бессильна. Чутянь доверительно сказал, есть много методов лечения. И лечение лунной травой — одно из них. Действительно, врожденный дефект можно вылечить. Этот недостаток принес уже достаточно много хлопот и страданий. За 20 с лишним лет она привыкла к нему. Она не смела думать, что его можно излечить. Чутянь ухмылялся, если вы не верите мне, то давайте заключим пари. Если я вылечу вас лунной травой, то вы поцелуете меня. Если не смогу, то вы поцелуете меня. Никто никому ничего не обязан. Как вы думаете? Мэн Циньва уставилась на него. Если ты еще раз скажешь подобную ерунду, я действительно разозлюсь. Ее лицо было худым, а сама она была жестокой, и никто не смел шутить с ней. Чутянь рассмеялся. «Успокойтесь, успокойтесь, мы должны купить лунную траву», Мэн Циньву задумчиво сказала. «Чтоб купить 10 тысяч, нам нужно по крайней мере 100 тысяч золотых монет. Сейчас бюджет компании ограничен, боюсь, мы не можем потратить так много». «Чего вы боитесь?» «В ближайшее время должен открыться ресторан, возможно, но не беспокойтесь. Чутян верил в чудесный ресторан. Я уверен, что в ближайшее время у нас в руках окажется первый горшок с золотом. Нам нужно как можно скорее получить 10 тысяч ростков лунной травы. Я должен использовать их в ближайшее время. Хорошо, если тебе нужно 10 тысяч ростков, ты их получишь. В конце концов, ты президент, на самом деле это было большой нагрузкой для компании, но она не сомневалась в словах Чутяня о богатстве, к тому же, она всегда могла занять деньги у Сюн Тяньян. Нехватка денег, острая нехватка денег, открыть чудесный ресторан как можно быстрее было крайне важно. Пристальное внимание нужно было уделить бренду торгового чуда. Однако компании руководили Мэн Ин и Нангун Юн, обе из которых когда-то навели шороху в городе Южного неба. Одна из них была ведьмой разрушения. Другая была наивной дурочкой. Они были известны своей красотой, но не имели никаких способностей к бизнесу. Те, кто назначил их ответственными, явно напрашивались на неприятности. Как только эта новость распространилась, по всему городу разнеслись насмешки, вопросы и сплетни. Что за снобы, Мэн Ин и Нангун Юн, в гневе сжав зубы, рвались вперед. Люди считали их бесполезными, однако сейчас они не поверили бы своим глазам. Обе работали днями и ночами, чтобы открыть ресторан, проводили там все свое время. За 2 дня они закончили планирование, договорились о расположении и распространении рекламы. Они полагали, что несут ответственность за все. Мэн Циньву тоже хотела получить опыт, как и ее сестры, и взяла на себя роль запасного помощника. Если понадобятся люди, если понадобятся вещи, если понадобятся деньги. Если в процессе возникнет какая-то ошибка, она лично вмешается. Чутянь не знал обо всем этом, но его интересовало, почему он не видит Мэн Ин уже 2 дня. За день до открытия Мэн Ин позвала Чутяня, чтоб тот провел техническое обслуживание до торжественного открытия. Это было выгодное расположение в городе Южного неба. 4-этажное здание располагалось возле перекрестка, так что подъезжать было удобно. Ресторан был высоким и огромным, он сверкал большими рекламами, где летали драконы и фениксы, а написанные слова можно было различить даже на расстоянии 100 метров «Сытный город Ин». Чутянь посмотрел, и его наполнило счастье. Это название явно имеет значение, аккуратное лицо Мэн Ин покраснело. Старшая сестра сказала, что чудесный ресторан должен быть разделен на помещения 3 классов — низкого, среднего и высокого. Столовая низшего класса была ориентирована на обычных бойцов и наемников, так что сытость должна была их привлечь. Чутянь не понял и с любопытством спросил, как называется помещение среднего и высшего класса.
Помещение среднего класса называется краем тайного облака. Это название придумала сестра Наньгун, и там, в основном, большой шведский стол. А чудесный грандотель ориентирован на именитых клиентов, и кухня там изысканная и роскошная, 3 различных помещения, которые соответствовали социальному статусу клиента. Чутянь не преуспевал в бизнесе, но теперь у него была юная мисс. Южному облаку понадобилось больше нескольких десятков тысяч золотых монет, чтобы приобрести этот ресторан. Каждый этаж был оборудован сотней обеденных столов и элегантными частными кабинетами. Этого было достаточно, чтобы вместить 100 человек. Примерно через 10 дней к каждому столу был прикреплен источник энергии, так крепко, что его невозможно было украсть. Все нервно готовились. 67 рабочих замостили площадь перед воротами ресторана. Официантами были 80 сотрудников, которых прислало Южное облако. Они занимались уборкой, растениями в горшках и развешиванием украшений. Больше десятка поваров готовили на кухне свинину, баранину, говядину, оленину и, естественно, это было мясо демонических зверей низкого ранга. Изготовление горячего было тяжелой работой. Мясо демонического зверя тушили с травами. Чутянь должен был осмотреть источники энергии, чтобы дать гарантию, что во время торжественного открытия они будут работать должным образом. Иначе у них в первый же день возникнут проблемы, которые повредят их репутации. Я все проверил. С ними все в порядке. Можете теперь отдохнуть, Наньгун Юн и Мэн Ин с облегчением вздохнули. Несколько человек провели краткое срочное совещание, чтобы быть готовыми к любым возможным инцидентам, которые могут произойти завтра. Последние несколько дней они очень дотошно готовились, чтобы быть готовыми к любым инцидентам, которые могут произойти завтра. Они не должны были допустить никаких оплошностей. Особенно они должны были защититься от вмешательства извне. Завтра Наньгун и Сюн Бин и остальные будут здесь, так что даже если Сюн захочет причинить неприятности, то ему нелегко будет сделать это. Мэнин была взволнована и обеспокоена. Думаешь, завтра все будет в порядке? Что мы будем делать, если что-то пойдет не так? Наньгун Юн хлопнула по столу, сопя от негодования. Наши дни были полны усталости, наши мозги практически сохли. Да что может произойти? Вот что было сказано. Всем было очевидно, что больше всех беспокоится Наньгун Юн. Мэн Цинь Во ощущала чувство, которое посещает того, кто делает что-то впервые. Она ободряюще улыбнулась и сказала: «Мы уже сделали все, что должны были, так что не надо размышлений. Вы обе несколько дней не отдыхали, так что идите домой и хорошенько выспитесь. Завтра на торжественном открытии вы должны быть полны энергии. Это был высочайший рекламный трюк — приготовление пищи на источнике энергии. Это привлечет огромное количество людей. Кроме того, мэр, генерал и мастер гильдии ждали. Такие известные люди произведут мощный эффект, не так ли? Если придут они, то придут и все. Популярной личности, много шумихи, приготовление пищи на источнике энергии. С таким набором козырей ресторан не мог не стать популярным. Беспокоиться было ни о чем. Чутянь собирался сказать несколько слов, чтобы приободрить всех, но не успел даже открыть рот. Ворота распахнулись. К ним кинулись телохранители. Председатель. Председатель. Большая проблема. На улице сражаются двое. Они не только нанесли ущерб ресторану, но и ранили сотрудников, которые вышли остановить их. Ситуация скверная, и я боюсь, что будет еще хуже. Просто идите и посмотрите, все были поражены, услышав эту новость. Какой ублюдок посмел помешать им в такой критический момент, было плохо, что бойцы решили драться на улице. Было скверно, что они выбрали именно эту улицу, хуже всего было то, что они дрались перед рестораном, это лишь разжигало ненависть, они решили разрушить ресторан до торжественного открытия, разве не это их цель? Разъяренная Наньгун Юн выскочила вперед. Что за ублюдок посмел доставить нам неприятности, старушка заберет ваши жизни.